Друзья, наконец-то у нас появился повод поговорить про что-то хорошее, про что-то радостное, а не только обсуждать морские аварии и происшествия, которые периодически случаются на водном, морском, речном и так далее транспорте. Сегодня мы будем говорить про историю чудесного спасения, когда отец спас дочку, которая упала с пассажирского лайнера, который называется Disney Dreams, во время своего круиза. Это произошло буквально 5 дней назад, сегодня 4 июля 2025 года, а само происшествие имело место быть 29 июня 2025 года соответственно. Усаживайтесь поудобнее, с вами капитан Максим, вы на канале Макс Мастер. Мы начинаем этот выпуск, поехали! Итак, небольшая предыстория. У компании Disney, которую вы все прекрасно знаете, которая выпускает огромное количество мультфильмов, фильмов, у которой есть много парков развлечений по всему миру, есть также свои круизные суда. Да, у них есть своя круизная компания. Конкретно этот пассажирский лайнер довольно-таки внушительных размеров. Длину он 340 метров, ширину 37 метров. Может брать на борт около 4000 пассажиров с экипажем 1500 человек примерно. То есть 5500 человек могут помещаться на этом огромном лайнере. Он совершал круиз между Форт Лоттердейл, это порт во Флориде, совсем недалеко от Майами, а также Багамскими островами. В какой-то момент он начал возвращаться с Багам обратно в Форт Лоттердейл, точнее порт Эверглейдс, но это все в одном месте находится. И в тот момент, когда он возвращался назад уже с Багамских островов, именно 29 июня 2025 года, произошел инцидент, о котором я вам сейчас расскажу. Возможно, вы о нем уже слышали в средствах массовой информации, возможно, вы видели где-то в социальных сетях, но я вам расскажу со своей точки зрения. Также мы посмотрим трек судна через сайт Marine Traffic. 29 июня, примерно в 11:47 по местному времени. То есть это 15:47, если мы говорим о времени UTC, который мы будем смотреть на Marine Traffic, да, то есть это минус 4 часа. Время США, это минус 4 часа от UTC. Поступил сигнал о том, что человек упал за борт. На пассажирском судне компании Disney он подается специфическим образом, то есть не включается общесудовая тревога, не включается тревога Man Overboard, а с помощью интеркома, с помощью громкоговорителей, которые находятся по всему лайнеру, подается сигнал Mr. Mop. Mr. Mop. MOP — это аббревиатура, которая, если отдельно мы говорим по буквам, да, это MOB, MOP. Man Overboard, то есть человек за бортом. Почему это делается так на пассажирском судне конкретно этой компании, конкретно Disney? На лайнере этом очень большое количество детей. И чтобы их не пугать, чтобы не создавать панику, не включается общесудовая тревога, а делается просто объявление по интеркому, что Mr. Mop, конкретно в этом случае было сказано Mr. Mop Portside, то есть человек за бортом с левого борта. Все это произошло примерно в 11:47, как говорят очевидцы, примерно через 2 минуты после того, как человек упал за борт. Почему прошло 2 минуты? Ну, во-первых, прибежала мать к отцу, которая сказала, что наша дочка упала за борт. Отец, не раздумывая, сразу перемахнул через перила и прыгнул с 4-й палубы для спасения своей дочки. 4-я палуба на данном лайнере — это примерно 15-метровая высота. Вот смотрите на фотографии, здесь видно, сколько палуб. На самом судне 14 пассажирских палуб. Это была 4-я палуба, то есть палуба там, где располагаются. Это прогулочная палуба, и на этой палубе вы можете обойти все судно, справа, с левого борта, с кормы, в нос. В общем, сделать полный круг. И конкретно на этой палубе находится тот самый rescue-бот, который был спущен на воду с экипажем лайнера для спасения этого ребенка, ну и, соответственно, отца, который героически прыгнул за борт. Я вообще, честно говоря, сильно удивляюсь, как этот ребенок, упав с такой высоты, 15 метров на секундочку, если говорить в эквиваленте просто жилого дома, это примерно 5-й этаж. Мало того, что ребенок выжил после такого падения, слава богу, что это произошло так, что он выжил, так и отец, который сразу же, практически сразу, моментально среагировал, прыгнул с этой же высоты, с этой же палубы и тоже не разбился. Ну,
падение с 15-метровой высоты, если вы неправильно приводнитесь, эквивалентно падению на асфальт, да, потому что вода, она не такая уж и мягкая, как вам кажется. Да, есть смягчающие элементы, смягчающие эффекты, то есть судно, когда разрезает своим корпусом водную гладь, создает какое-то волнение, какие-то волны, они немножко, ну, смягчают падение. Ну, если просто упасть на ровную гладь неправильно, спиной или боком, или животом, не дай бог, там, ну, это будет очень больно. Слава богу, что ребенок и отец выжили при этом падении. То есть давайте восстановим немного хронологию. Смотрите, давайте будем говорить в времени UTC, потому что привязка все-таки к АИСу с Marine Traffic. Смотрите, 15:47 поступил сигнал бедствия, man overboard, человек за бортом. Сразу же команда судна отреагировала. Они сделали объявление по громкоговорителю, что man overboard, то есть расписание по тревогам, в том числе и для такой тревоги, когда человек за бортом. Команда, та, которая приписана к rescue боту, а на всех судах пассажирских есть отдельный designated rescue bot. То есть это специальный катер, который возможно быстро спустить на воду, именно для того, чтобы не терять время во время спасения человека, который попал за борт. К этому катеру приписана какая-то определенная команда. Сразу же появились разные данные по возрасту ребенка. В одних источниках ему 4 года, в других источниках ему 5 лет, но это точно девочка. Отцу 37 лет, ну, пишут везде, во всех средствах массовой информации. Что интересно, ребенок не умел плавать. То есть отец, понимая, что его ребенок не умеет плавать, поэтому так моментально и прыгнул за борт. Кстати, напишите вы в комментариях, правильно ли он поступил или это безрассудство, и как бы поступили вы на его месте, и были ли у вас истории спасения человека, который или захлебнулся, или попал за борт, ну, в таком плане. Напишите в комментариях, мне это интересно. Мама начала кричать, то есть отец находился не в непосредственной близости от ребенка, он находился где-то, но на этой же палубе. Мама прибежала, начала кричать истерически, как заявляют очевидцы, опять же, что ребенок пал за борт, и отец прыгнул его спасать. Все это было, слава богу, на одной палубе. Есть спекуляции, практически сразу появились спекуляции, такие фразы в интернете, в социальных сетях, что это вина полностью отца, что он якобы посадил ребенка на перила для того, чтобы его сфотографировать, поэтому ребенок и упал за борт. Но, как заявила полиция, после того, как судно уже пришвартовалось во Флориде, как заявила полиция, которая посмотрела камеры наблюдения непосредственно на этом судне, нам эти видео не показывают по каким-то соображениям, ну, скорее всего, из-за того, что идет еще расследование. Но, как заявили полицейские штата Флорида, уполномоченный человек, который отвечает за пресс-релизы, он сказал, что они посмотрели камеры наблюдения и не увидели, что отец именно посадил ребенка для того, чтобы его сфотографировать. Более того, они подтвердили, что отца не было рядом. Была мама совсем недалеко от ребенка, но сами перила полностью защищены от того, чтобы ребенок мог самостоятельно по ним подняться. То есть ребенок имеется в виду, ну вот именно этого возраста, 4-5 лет. Высота перил 1 метр. Вы видите, вот есть такие поперечины металлические, но перед ними находится пластик, то есть ногу туда поставить невозможно. Здесь на видео не совсем видно, что они там есть. Я тут нашел момент, где видно отражение в этом как раз пластике, и пластик призван именно защищать детей от самостоятельного вот этого вскарабкивания на леера. По заявлению, опять же, полиции, ребенок каким-то образом во время того, как поднимался по лестнице просто он поднимался на палубу выше, неожиданно подул сильный ветер, и порывом ветра ребенка перекинуло через эти самые вот леера. Не знаю, насколько это правда, насколько нет, но я не думаю, что мама, которая была рядом с ребенком, рисковала жизнью, здоровьем своей дочки для того, чтобы ее просто сфотографировать. Возможно, там была другая ситуация, но ладно, будем опираться на то, что нам говорит официальные источники. В общем, как бы то ни было, экипаж судна отреагировал моментально. Смотрите, трек АИСа. Судно Disney Dream идет со скоростью 10,6 узла. Это нормальная скорость, это эконом-спид. То есть у этого судна есть 5 главных двигателей. Здесь они, скорее всего, использовали только 2, ну, для того, чтобы экономить топливо. Топливо в наше время дорогое, и все компании стараются его экономить. Тем более, они никуда не спешили. Они
подгоняли свое время прибытия под график, потому что у пассажиров очень плотный график, но там нельзя опаздывать, там нужно приходить все вовремя, и для того, чтобы прийти, собственно, на Лоцманскую станцию вовремя, они просто шли с необходимой скоростью, которая составляла 10,6 узла. Смотрите, по АИСу, опять же, да, мы смотрим 15:47. Судно резко замедляется, то есть оно резко замедляется и, как мне кажется, начинает разворачиваться для того, чтобы выполнить поворот, маневр Уильямсона. То есть это такой маневр незамедлительного действия, когда человек падает за борт, и вы видели, где он упал, то есть вам нужно предпринять сразу моментальный маневр для того, чтобы судно вернулось на обратный курс. Сразу кинули 3 спасательных круга, не знаю, с дымовой шашкой или нет, но тем не менее, мне кажется, что именно вот эти спасательные круги и спасли отца и ребенка, потому что 20 минут отец удерживал свое дитя, свою дочку на воде. Экипаж готовил rescue-бот к спасению, они смайнали спасательный катер, они подошли, вы видите вот здесь вот на видео, они направляются где-то в носовую часть судна. Как мне кажется, судно все-таки развернулось или легло на такой обратный курс, который позволил катеру уйти вперед, да, то есть катер набрал скорость, пошел куда-то в носовую часть, подошел к терпящим бедствия и вытащил их из воды. Мы видим, что в катере находится 4 человека, то есть, обычно это один штурман, один механик и либо 2 матроса, либо матрос и человек, который должен оказать первую медицинскую помощь тем, кто находится в воде. Скорее всего, на пассажире это так, может быть, там какой-то был доктор, может, медбрат или медсестра, ну, вот как-то так. У нас на флоте, на торговом флоте, когда мы работали на судне с вот таким rescue-ботом, со спасательным катером, экипаж был 4 человека. То есть я был тогда 3-й помощник, со мной был 3-й механик, и также было 2 матроса. И мы видели, да, в 15:47 судно начало маневрировать, то есть 15:45 плюс-минус где-то заметили, что человек упал за борт. А, кстати, я вам еще хочу сказать, как могли это заметить, да. Во-первых, было много свидетелей, было много очевидцев, везде есть экипаж на борту судна, которые снабжены, многие из которых снабжены с рациями, то есть постоянная связь с мостиком, они могли сообщить так, но также на пассажирских судах есть специальная система Man Overboard Automatic Identification System, и она автоматически определяет, когда человек упал за борт. Она может определять это как и ночью, так и днем. У нее есть термокамера, у нее есть ночное видение. Автоматика распознает, что человек упал за борт, выдает сигнализацию по мостику, то есть ответственный человек, вахтенный помощник, подходит сразу, видит, что да, человек упал за борт, буквально несколько секунд ему нужно, чтобы подтвердить man overboard, он подтверждает, что man overboard, и все действуют соответствующе. У всех, как я сказал, есть свои обязанности. Интересная система, у нас на торговом флоте такого нет, но все суда конкретно этой компании, Disney Cruises, ей снабжены. То есть 15:45 падение за борт, 15:47 начало маневрирования, то есть судно развернулось, и это, кстати, подтвердили пассажиры, что они почувствовали, что судно резко начало разворот. И уже в 16:05, то есть 20 минут буквально прошло на всю спасательную операцию понадобилось, судно возобновило движение. Сначала они шли 7,8 узла, но уже через час вышли на свою максимальную сервисную скорость в 22 узла. То есть все 5 двигателей, все 5 главных двигателей были введены в эксплуатацию для того, чтобы как можно быстрее подойти к берегу, потому что, никто не знал, да, фактически, какие повреждения мог получить отец и ребенок во время падения и удара об воду, потому что, то, что вы видите визуально, возможно, какие-то внутренние повреждения, внутреннее кровотечение, поэтому капитан судна принял решение, что нужно как можно быстрее проследовать хотя бы где-нибудь поближе к берегу подойти и лечь там в дрейф, при необходимости вызвать либо медицинский катер, в Штатах есть так называемая EMS, Emergency Maritime Service, это специальная скорая помощь, которая именно оборудована всеми необходимыми средствами для помощи на воде, это Emergency Maritime Service, то есть специально для тех, кто работает в море. У них есть вертолеты, у них есть катера, у них есть скорые помощи, у них есть все необходимое. Еще раз посмотрим, вот этот катер подходит, отец просто в футболке, просто в шортах, благо там очень теплая вода. Это недалеко между Багамскими островами и Флоридой, там вода реально 26, 27, 28 градусов. Хорошо, что они за вот это вот время, которое пробыли в воде, а вода не была как в
при том же «Титанике», да, там, когда просто за 20 минут остановится весь организм, остановится сердце и так далее. Ребенок спасен, отец видно, что плачет. Он, наверное, был в шоке. Он, мне кажется, сам не осознавал, что он делает, когда он прыгнул за борт. Но кто бы из нас с вами не прыгнул, да? И представьте его состояние, когда он прыгнул за борт, плывет спасать своего ребенка, и он даже не знает, вернется ли судно за ними или нет. Ну, когда он увидел, что спасательные круги кинули, а он, скорее всего, увидел, мне кажется, все-таки там был спасательный круг с дымовой шашкой, потому что он к ним подплыл, он видел, где они находятся. Если ты видишь, что спасательные круги тебе кидают, значит, ты начинаешь понимать, что за тобой вернутся. Но я считаю, что это реально героический поступок человека, отца, главы семьи, который спас своего ребенка ценой даже своей жизни. Он не знал, выживет он или нет, но у него была цель спасти своего ребенка. И это о многом говорит. И просто для вас хочу заметить от себя, друзья, те, кто планирует свою поездку, какой-то круиз на пассажирском судне, или прогулку на прогулочном катере, на прогулочной яхте, или просто рыбалку, где-то вы поедете рыбачить на каком-то катере. Это все-таки не земля, судно находится на воде. Чем оно больше, тем, конечно, там опасность меньше. Но, тем не менее, даже на больших судах во время шторма его может немножко шатать. Если в него ударится волна неожиданно, да, то оно еще и дернется. Вы можете оступиться, вы можете просто, не знаю, разлить свое пиво или уронить бокал мартини, а можете оступиться так, что разобьете себе голову. Всегда помните о том, что когда вы находитесь на плавательном средстве, это повышенная опасность. И чем меньше плавательное средство, тем опасность выше. Потому что если судно начинает разгоняться, большое судно, вы это практически не ощущаете. Вы ощущаете, что оно идет по волнам, что оно идет по воде, по водной глади и так далее. Но если резко начинает разгоняться какая-то яхта мощная, либо какой-то моторный катер резко начинает разгоняться, вы в этот момент стоите, ни за что не держитесь, очень легко улететь за борт. Помните об этом, пожалуйста, когда вы находитесь на таком плавательном средстве. Это в первую очередь ваша безопасность. Особенно постоянно контролируйте нахождение своих детей, которые, ну, как дети, они привыкли баловаться, они привыкли дурачиться, где-то бегать. Они могут оступиться, упасть за борт. И чтобы не возникало вот таких вот ситуаций, слава богу, это история с хорошим концом. Наконец-то на моем канале появилась какая-то история о морских происшествиях, где все благополучно завершилось. Все, с вами был капитан Максим, это канал Максмастер. Это был выпуск из серии «Морские аварии и происшествия», в конце которого мы с вами улыбаемся. Свои комментарии, пожелания, вопросы пишите под этим роликом. Я на связи.